Всем привет! Изучал я, значит, персонажей на предмет родства для новой викторины по книгам. И наткнулся на описание их внешности. Потом увидел картинки, которые сгенерировала нейросеть по этим описаниям. И мне все это показалось интересным. Надеюсь, и вам будет интересно. Время на раздумье я давал по-разному для каждого персонажа, в зависимости от сложности. И, кстати, в конце видео я сделал минутку грусти. Я не знаю зачем, что-то мне захотелось. Нахлынуло, так скажем. А сейчас заваривайте себе чай, не забудьте поставить лайк. И поехали! Очень бледная кожа, белая как мел, и похожее на череп лицо. Ноздри как у змеи, красные глаза с вертикальными зрачками, высокое скелетоподобное тело и длинные тонкие руки с неестественно длинными пальцами. Я думаю, это очевидно. Под это описание подходит только лорд Волдеморт. Худой человек с бледной кожей, крючковатым носом и сальными до плеч волосами. Его холодные черные глаза напоминали темные туннели. Они были такие же черные, как у Хагрида, но в них не было того тепла, которым светились глаза великана. Это всеми обожаемый Северус Снейп. Жаль, Дамблдор уехал. Добрый день. Высокий, худой и очень старый человек с серебристыми волосами и бородой. Голубые глаза светились ярким цветом из-под очков со стеклами в форме полумесяца, сидевших на длинном носу, настолько крючковатым, словно его ломали по крайней мере раза два. Конечно же, это Альбус Дамблдор. Можно я возьму журнальчик? Обожаю схемы для вязания. Худой и долговязый мальчик с рыжими волосами и голубыми глазами. Лицо его усыпано веснушками. Это Рон Уизли. Я думаю, худой и долговязый — это точно не про Рона с фильма. Я Рон, кстати. Рон Уизли. А я Гарри Поттер. Полный мужчина средних лет, с пышными усами, светлыми волосами и короткой шеей. Мужчина с усами и светлыми волосами — это дядя Вернон. Я только не понимаю, почему нейросеть его сделала темноволосым, хотя было указано, что волосы светлые. Воскресенье просто лучший день недели. Почему, Дадли? Потому что в воскресенье нет почты? Верно, Гарри. Высокий и худой, с гладкими светлыми волосами, заостренным лицом, холодными серыми глазами, бледной кожей, тонкими чертами лица и острым носом. Это описание Драко Малфоя. В принципе, так можно описать и Тома Фелтона. Его лицо и руки оказались обезображены шрамами. Вместо правой ноги деревянная когтистая лапа. Волшебный глаз способен видеть позади себя, сквозь стены, а также через мантию-невидимку. Такой киборг у нас только один. Это Аластер Грюм. Вы должны найти другое место, куда станете приклеивать свою жвачку, мистер Финниган! Невысокая, стройная, красивая девочка с ярко-светло-карими глазами и рыжими прямыми волосами. Так в книге описывается Джинни Уизли. Тощая блондинка с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. В книге тощая блондинка с длинной шеей – это тетя Петунья. С такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать к соседям и собирать сплетни. Мои папа и мама были так горды в тот день, когда она получила
получила письмо. В семье родилась волшебница. Это замечательно. Очень привлекательный молодой человек. С аристократической осанкой, с тонкими чертами лица, впалыми щеками, темными глазами и черными волосами. Это описание Тома Реддла. В фильме же под такое описание попадает Том Реддл из второй части. Вы Том Реддл? Вы меня слышите? Карие глаза и густые каштановые волосы. Передние зубы были чуть длиннее, чем надо. В оригинале в книгах упоминают, что носила брекеты. Это описание Гермионы. Да, в оригинале в 4 книге она говорила, что носила брекеты. Только непонятно, когда это было. Либо уже в Хогвартсе, либо до него, черт его знает. Я Гермиона Грейнджер. А ты кто? Я Рон Уизли. Мила. Коротышка. Жидкие бесцветные волосы растрепаны. На макушке изрядная лысина. Имеет острый нос и круглые водянистые глаза. Это описание всем известного патюка Питера Петтигрю. Сириус, мои старые друзья! Одет в поношенную штопанную-перештопанную мантию. Болезненного вида и изможденный, но совсем еще не старик. Светло-каштановые волосы едва тронуты сединой. Так описывается Римус Люпин. И да, там у него нет шрамов. Я видел, что ты идешь. Все могло быть хуже, поверь мне. Худой, с зелеными глазами, выглядит чуть младше своего возраста. С черными, вечно взъерошенными волосами, худощавым лицом и торчащими коленками. Так описывается Гарри Поттер. Я вот до сих пор не понимаю, торчащие коленки – это как? Гарри Поттер! Извините, мадам. Так. Улыбайся, Гарри, мы украсим первую полосу. Грива спутанных грязных волос свисала ниже плеч. Не будь глаз, горевших в глубоких глазницах, его можно было бы принимать за мертвеца. Воскового цвета кожа так туго обтягивала кости лица, что оно походило на череп. Это описание Сириуса Блэка после того, как он сбежал с Азкабана. Низенькая и довольно толстая. Она выглядела как большая бледная жаба. Лицо широкое и рыхлое. Шея короткая, как у дяди Вернона. Рот широченный, дряблый. Глаза крупные, круглые и немного на выкате. Даже маленький черный бархатный бантик на коротко стриженной курчавой макушке. И тот наводил на мысль о большой мухе, которую жаба вот-вот поймает, высунув длинный клейкий язык. На большую бледную жабу в книге похожа Долорес Амбридж. Я уверена, мы с вами станем очень хорошими друзьями. Это вряд ли. Молодой красивый мужчина со светлыми золотистыми волосами, ярко-голубыми глазами и белоснежной улыбкой. Это Златопуст Локонс. Кеннет Брана, конечно, очень харизматичный, но как-то он выглядит немножко старше, чем должен быть. И это не странно, ведь Локонсу во время событий в книге было 28 лет. А когда снимали фильм, Кеннету Брана уже был 41 год. Позвольте представить вашего нового учителя по защите от темных сил. Себя. Златопуст Локонс. Красивая женщина с густыми темно-рыжими волосами и миндалевидными ярко-зелеными глазами. Ну, с ярко-зелеными глазами у меня ассоциируются только два персонажа. Это Гарри Поттер и его мама Лили. Ты был таким смелым, мальчик мой. Очень красивая. Белокурые волосы почти до самого пояса. Большие синие глаза и ровные белые зубы. Только наполовину человек.
Так в книге описывается Флёр де Лакур, которая по бабушкиной линии была наполовину Вейла. Тут, конечно, на вкус и цвет, но, как по мне, актрису подобрали совсем неподходящую. Мне почему-то нравится, как ее охарактеризовал этот товарищ. Мисс Делакур, она такая же принцесса-фей, как я. Светлые волосы, довольно грязные и спутанные, доходили ей до пояса. У нее были очень бледные брови и глаза на выкате, все время придававшие ей удивленный вид. Волшебную палочку она засунула за левое ухо, а на шее висело ожерелье из пробок от сливочного пива. Бледные брови и глаза на выкате – это про Палумну Лавгуд. Ты такой же нормальный, как и я. Волшебник высокого роста. Худощавый, рыжие волосы собраны в конский хвост. Одевается в магловском рокерском стиле, за исключением того, что его ботинки сделаны из драконьей кожи. Носит в ухе серебряную серьгу и кулон в виде клыка на цепочке. Это описание Билла Уизли. Привет, Гарри. Билл Уизли. Очень приятно. Гляди, какой красавчик. Гарри. Настоящий уродец. Спутанная борода и заросли черных волос практически полностью скрывали его лицо. Видны были лишь глаза, маленькие и блестящие, как черные жуки. В описании еще говорилось, что у него ладони были размером с крышки от мусорных баков, а обутые в кожаные сапоги ступни величиной с маленьких дельфинов. Но, как по мне, это было бы слишком просто. Я думаю, и так все поняли, что это Хагрид. Я извиняюсь. Высокая женщина довольно сурового вида, с собранными в строгий пучок темными местами седыми волосами, носит квадратные очки. Это Минерва МакГонагал. Name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons. Try saying that 5 times faster. Очень красив. Бледное лицо, светлые волосы до плеч, правый глаз голубой, левый глаз карий. Это Геллерт Гриндевальд. Его в фильмах играли аж 4 актера. Ну, если считать Колина Фаррелла, то 5. И само собой, если вообще можно считать за фильм этих тварей. Фантастических. Скажи мне, где она? Гриндевальд. Привет, Том. Я знал, что ты однажды придешь. Высокая женщина с тяжелыми веками и короной блестящих черных волос. Лицо выглядит иссохшим и похожим на череп, а волосы длинными и нечесанными. Это Белатриса Лестрейндж. Как по мне, то в фильме ее сделали какой-то более безумной, чем она должна быть. Белатриса Лестрейндж. Мерил Долгопупс? Как мама с папой? Чаще всего она принимала облик молодой волшебницы с бледным заостренным лицом в форме сердечка и короткими торчащими во все стороны волосами цвета ярко-розовой жвачки. Это метаморфомаг Нимфодора Тонкс, ну или же позже Нимфодора Люпин. Не надо называть меня Нимфодорой. У нее тяжелая челюсть, скорректированные брови, 3 золотых зуба и большие мужские руки с острыми как когти ногтями, которые покрыты пунцовым лаком. Имеет вьющиеся странно жесткие светлые волосы и носит очки, оправа которых усыпана мелкими фальшивыми драгоценными камешками. Это описание Риты Скиттер. Еще она была анимагом и могла превращаться в жука. Но вам это, конечно, известно. Это о вас мы ничего не знаем. Человек среднего роста, коренастый, с широким добродушным лицом. Руки у него мускулистые в мозолях со следами ожогов. Ожоги у него потому, что он работает с драконами, а зовут его Чарли Уизли. Мой брат Чарли работает с такими в Румынии. А он красивый.
О, смотрите, он знает свою мамочку. Красивое лицо с оливковой кожей, темные волоокие глаза и крупный орлиный нос. Блестящие волосы собраны в низкий пучок на шее. Дама была с головы до ног закутана в черную атласную мантию. На шее и толстых пальцах поблескивали превосходные опалы. Так описывается директриса Шарм Батона и женщина с большой буквы Олимпия Максим. Посмотри, женщина с большой буквы. Худой, темноволосый, отличался нездоровым цветом лица, большим носом и черными густыми бровями. У него было плоскостопие, и он заметно сутулился. Это Виктор Крам, и по описанию он совсем не такой, как в фильме. Посмотрите, кто здесь? Виктор Крам! Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых. И в особенности тех, кто живет без любви. Жаль, что меня уже не будет. Не переживай из-за этого ни минуты. Но Хагрид будет. Да. Человеку не следует жить в своих мечтах, Гарри, и забывать про настоящую жизнь.